The Battle of Patay was a disaster for the English. The French wiped out their bowmen and drove their forces from the Loire Valley. Now for Jeanne d'Arc and the Dauphin, the way to Reims was clear. The Maid of Orleans rode with the Dauphin through the streets and was at his side when he was finally crowned King Charles VII of France. But less than 2 years later, Jeanne was captured in battle, sold to the English, and put on trial for heresy. She spent 6 months locked in a dungeon, awaiting her fate. King Charles, who owed his crown to Jeanne, did nothing to help win her freedom. She was found guilty. On May 30th, 1431, Jeanne d'Arc was brought here, to the old market square in Rouen, where she was burned at the stake. She was 19 years old. But what the Maid of Orleans started could not be denied. Her victories were the first in a chain of successes for France's military. Liberty was within reach. Thanks to the leadership of 2 brothers, Jean and Gaspard Bureau, the French army became experts in the use of artillery, transforming it into a disciplined, modern fighting force. In 1448, King Charles was ready to make a major move against the English. He vowed to retake Normandy. King Charles VII's army would soon have access to the most advanced artillery in Europe, thanks to the master gunners, the Bureau brothers. While the brothers developed their weapons, the king laid plans for their use. He would bring Normandy back under French control. Доброго времени суток, уважаемые друзья. С вами Кесарь. Мы продолжаем проходить кампанию за Францию, освобождение Нормандии. Как вы можете увидеть, арбалетчику очень неважно. Попытаемся его вытащить из этой коматозы. Отбейте Нормандию, захватите университет. Очевидно, что французы высокообразованная нация. Никуда они без университета не могут сдвинуться. Ну что ж. Попытаемся захватить это поселение. Первые потери несем. Но эти потери, безусловно, с потерями англичан ни в какое сравнение не идут. Без особого труда захватываем поселение. Как знал, что не надо уничтожать местное население, а только с войсками разобраться. Ну вот еще человечек свободный. Университет у нас уже есть. Так, химию можно изучать. Все. Остальных солдат мы сделаем, безусловно, с огнестрельным оружием. Ага, ты посмотри. Вот так вот. Конница поможет.
очень даже неплохо. Ну, пойдемте дальше. Ребята, ну, наверное, справитесь, да? Ах ты ж пробили, ты посмотри, пробили-то стенку. Вынужден я отходить из-за таких мелочей. Нет, справится, справится. Все нормально. Ага, камень добыли, ладно. Что ж у нас тут? Улучшить можно? Улучшим. Ну и этих ребят тоже улучшим. Что случилось? The Bureau brothers had successfully combined a powerful gunpowder recipe with sturdy cast iron gun Ты barrels. смотри. At last, cannon production could begin. While the brothers turned out their cannons, culverins, and riboldequins, the French army would bolster themselves for the coming fight. Ну, давайте по очереди. Новая задача построить пушки. Безусловно, я так и поступлю. Это что такое? А вот как раз таки здесь можно их и строить. Да, о, пушка вышла. Вот она, красавица. Иди сюда. Ты смотри, какая классная. Элитный арбалетчик. Да ты что? Какие у меня классные бойцы. Вообще, в кузнице надо заказать улучшение всех бойцов, там, броня и так далее. Что за обстрел безнаказанно? О, пойдемте посмотрим, как стрельцы против конницы поработают. Кулебренёт. Стреляй. О, кошмар. Ой-ой-ой-ой-ой. Пардон, пардон, месье. Ну что, с ума сошли? Так, торговые пути. Да, без... Оу, да. В общем... Ух ты, как стреляют классно, а? Ты посмотри. Классно, мне нравится. Третья святыня. Да ты что? With the skirmish won, trade could begin with the settlement. Вообще молодцы. Уверенно. Ага, пушки подошли. Ну, давайте попробуем. Круто. Хо-хо! Это круто. Вот тут. Вот это да. Сумасшедшие пушки, слушай. О, в атаку. Ты смотри, на что они способны, а? Ты, вот и стены начались, посмотрите. Чуть-чуть отойдите. Че ж вы под обстрелом встали? Стреляйте по стенам, ребят. Ребят, по стенам. По стенам. Хорош. Следующий выстрел. О, хорошо. Хорошо, мои родные. Очень хорошо. Пускай пушки дадут залп по армии. Посмотрим, на что они способны. Замечательно. А что будет, если они прям в толпу стрельнут? Ох ты! Неплохо они работают по бойцам. Ой-ой-ой. Страшное дело. Вперед. Вперед, родные, вперед.
Попытаемся обезопасить пути подхода для нашей армии. Разобьем все башни, видимые и невидимые. Ребят, вот это надо уничтожить башню, она очень мешает. Ну все, ей конец. Стены минус. Все вот так. Бой. Rouen walls were breached. The French army had at last exposed the heart of the fortress. Я думаю, это конец. Для англичан. Having lost the walls of Rouen, the English made a last stand to hold the city. The French would need to destroy the buildings that had housed the English army and drive out the enemy for good. Ой-ой-ой. Ты посмотри, что творят, а? Очень много врагов. А, вот их уничтожить надо. Смотри, одну пушку уже разрушили нам. Давай. Хорошо. Войска тают на глазах, конечно. Необходимо собраться. Да, все у меня держится пока что на стрелках. Молодцы. Так, достопримечательности Руана. Ну, последний собор осталось разрушить. Ребята, пушку уничтожили. По собору пли. Две пушки осталось. Причем королевский сразу меня разбили. Ну, последний залп, ребят. Хорош. Нормандия отбита. Спасибо за терпение, конечно. With the English scattered and their buildings in ashes, the French had recaptured the critical fortress of Rouen. Charles VII had proven that France was no longer the underdog in the 100 Years' War. After decades of bloody dispute, Normandy was finally back in French hands. Спасибо всем за то, что смотрели эту миссию. Встретимся на следующем. А как уже было не раз, представляю вашему вниманию видео бонусное для тех, кто досматривает прохождение и каждую миссию до конца. Внимание к экранам. During the 14th century, the face of war in Europe changed forever. Thanks to a substance invented by the Chinese while searching for the elixir of life. Gunpowder. One of the first guns used on the battlefields of Europe was this, the bombard. This is a large stone-throwing gun for moving big projectiles like this up and over and through castle walls. Before the invention of the cannon, castle wall-busting projectiles had been thrown by trebuchets. This is what took over from the trebuchet. Far easier to move from castle to castle. Its design was simplicity itself, drawing on the skills of the barrel maker. This has metal staves
lengthways and then lots of hoops holding those staves under compression. So this is why we now call this the gun barrel as well. The bombard was no more powerful than a trebuchet, but it did have a psychological impact on the enemy. If we take it back several hundred years and the loudest thing is a cockerel crowing or a brawl in the pub on a Saturday night, these things are horrendously frightening. As metallurgy improved, barrels could be made longer, increasing accuracy and power. They progressed from taking down walls to taking out soldiers, replacing the bow and arrow. A typical arrow would get stuck in this sort of material, where ball just goes straight through. So compared to a bow and arrow, this is far more deadly. During the 100 Years' War, there was even a precursor to the machine gun, the Riboldequin. She's got several barrels on her. This is the sort of gun that would have been very much against people being able to spread your shot out and hit large numbers of people in one go. Gunpowder revolutionized warfare throughout the 100 Years' War, changing the way battles were fought forever.